Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать всех новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты. Узоров уже очень много, поэтому для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции. Я надеюсь, что видео вам понравится. Вы оставите свои лайки, комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появятся новые видео. Своим постоянным зрителям, своим подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам огромнейший привет. Разные города, разные страны. Очень приятно. Столько много комментариев, столько много отзывов. Спасибо вам огромнейшее. Вы моя большая группа поддержки. Я сегодня к вам с новым узорчиком. Смотрите, ниточки. Мы с такими уже работали, помните, да? Но кто не работал, смотрите. Alize Angora Gold Simli. Что это за ниточки? В 100 граммах здесь находится 500 метров. Состав 75% акрил, 20% это шерсть и 5% металлик. Вот видите, она так блестит, переливается за счет металлической ниточки. Крючок, что нам советуют? От 2 до 4. Я беру 3, рабочую лошадку свою, да. Но сегодня я возьму вот такого цвета, чтобы у вас вдруг не сливался, да, на экране мой такой, скажем, крючок, такой сиренево-фиолетовый. Будет желтенький, вот 3 миллиметра. Меня устраивает данный крючок, я им вяжу, мне нравится. Вы, естественно, подбирайте для себя, какой вам будет удобно. 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Угу. Итак, смотрите, поразители здесь даже нарисовали картинку, что палантинчик либо шаль, да? То есть очень классная ниточка именно для палантинов, для шалей. Но не ограничивайте свою фантазию, можете любое изделие попробовать связать из этой ниточки. Цвет, смотрите, 27. Кто спрашивает цвет, 27. Итак, кто давно на канале знает, что я делаю небольшие образцы буквально в районе 30 петелек, но у нас сегодня ниточка такая тоненькая, поэтому мы с вами сделаем побольше петелек, да? Так, смотрите, кто еще не работал с ниточкой, покажу. Сейчас сфокусируется, видите, она какая? Она не сильно пушистая, но вот 3 ниточки четко видно. Когда будете вязать, возможно, вот эти маленькие волоски будут цепляться, поэтому аккуратнее. И если вы вдруг провязали неправильно, да, нам нужно распустить, ну, что-то ошиблись, распустить будет очень сложно. Можно, но сложновато. Угу. Чтобы не говорили, что Оля рассказала, что нитки такие классные, а распустить невозможно. Возможно, но чуть подольше. Итак, приложу сюда схемку. Схемка более-менее читабельна. Так, по схемке, получается, раппорт узорчика у нас будет состоять из 6 петелек. Поэтому мы с вами наберем 43 воздушные петельки, ну, чтобы красивый узорчик закончился. Угу. 43 воздушные петельки. Итак, все как всегда. Вначале мы делаем петельку фиксации. Мы ее при наборе петелек не считаем. Понятно? Вот у нас петелька фиксации и петелька фиксации. А теперь 43 воздушные петли. Поехали. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Вот. Вот такой вот у нас будет образец. Далее что мы делаем? Мы приступаем непосредственно сразу же к узорчику. То есть мы делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Накид. И смотрите, от крючка отсчитываем 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Ныряем в 5-ю петельку и провязываем столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. Накид. В следующую петельку цепочки, да, нашу косичку ныряем. Вытягиваем ниточку, опять провязываем столбик с накидом. И в следующую петельку также ныряем, провязываем столбик с накидом. И таким образом мы провязываем в каждую петельку, не пропуская, провязываем столбик с накидом. Это у нас будет не вспомогательный ряд, это уже непосредственно ряд нашего узорчика. То есть бывает, что я прошу набрать столбики с накидом как вспомогательный ряд, да, для новичков. Нет, это уже узорчик. Не забывайте, что 3 петельки подъема это тоже столбик с накидом. То есть мы сымитировали столбик с накидом, поднялись, так скажем, да. Поэтому, если вы набираете точно так же, как и я, 43 воздушные петельки набрали, то должно получиться 43 столбика с накидом. Понятно? Если вы набираете свое количество петелек, то у вас сейчас должно быть количество столбиков столько, сколько вы набрали петелек. Угу. Все, несложно, немножечко медленно, чем остальные ряды, но так медленно вяжется у всех первый ряд, что у новичков, что у опытных мастериц. Поэтому, новички, не тушуйтесь, аккуратненько, тихонечко, монотонно доходим до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот какой аккуратненький у нас получился рядочек. Так, столбики с накидом. Далее что делаем? Воздушная петелька, поворот
И сюда же, вот сюда же, в этот же столбик мы вводим крючок, вытягиваем ниточку, провязываем столбик без накида. Оп, 2 петельки вместе. Далее, одна воздушная петелька и пропускаем один столбик. И в следующий столбик провязываем столбик без накида. Раз, провязали. А далее, внимание, 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. А здесь, получается, пропускаем всего лишь только один столбик. И в следующий столбик опять столбик без накида. Есть. Воздушная петелька. Пропускаем столбик, столбик без накида. Есть. Воздушная петелька. Пропускаем столбик, столбик без накида. Есть. То есть, когда у нас с вами, получается, получились вот такие вот маленькие две как бы арочки, да, из воздушных петелек. Раз арочка, два арочка. То третья арочка будет большая. Поняли? То есть, ну, как бы для себя, чтобы вы зафиксировали. Большая арочка, это получается 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Пропускаем один столбик, в следующий провязываем столбик без накида. Раз, воздушная петелька. Пропускаем столбик, столбик без накида. Раз, воздушная петелька, столбик пропускаем, столбик без накида, провязали. Смотрите, мы с вами провязали опять, видите, две маленькие арочки, там, где воздушная петелька, да, получается, там у нас раз арочка маленькая, петельку беру, раз арочка маленькая, два арочка маленькая. Значит, третья арочка будет большая. Угу. Итак, 4 воздушные петельки, раз, два, три, 4, столбик пропускаем, следующий провязываем 5 столбик без накида. Поняли, да? То есть вот у нас здесь, получается, была одна маленькая арочка, большая, две арочки, большая. И так далее до конца ряда. Две арочки, маленькие, одна большая, две маленькие, большая, две маленькие, большая, две маленькие, большая. И в конце ряда я вас встречу. Договорились? Несложно. Давайте. Так, смотрите, да, вот видно просто по большим арочкам, да? Вот. И получается, мы с вами провязали последнюю большую арочку, присоединили столбиком без накида. Если все правильно сделали, то у нас здесь остается одна маленькая арочка. Раз, столбик пропускаем, и вот там, где 3 петельки подъема, присоединяемся и провязываем столбик без накида. Все, есть. Далее 3 воздушные петельки подъема. Раз, два, три, поворот. И делаем накид. И сюда же, в этот же столбик, да, вот сюда же, мы провязываем столбик с накидом. Есть. Далее 2 воздушные петельки. И вот в нашу большую вот эту вот арочку ныряем. Вот. И провязываем столбик без накида. Есть. Пока повторяйте, да? Дальше. 2 воздушные петельки провязали, накид. И теперь смотрите внимательно. У нас с вами здесь, получается, было 2 маленькие арочки. Так мы первую пропускаем, во вторую вот так вот ныряем и провязываем столбик с накидом. Раз. Далее. Воздушная петелька, накид. И возвращаемся, получается, вот сюда, к нашему первому, получается, нашей арочке. Вот так вот вернусь сзади. Так мне будет удобнее захватить. Оп. Вытянули ниточку, опять провязали столбик с накидом. Как бы сформировали вот такой вот крестик. Так. А дальше все то же самое. Опять 2 воздушные петельки, ныряем в большую арочку, столбик без накида. 2 воздушные петельки, столбик с накидом во вторую арочку. Воздушная петелька. И возвращаемся столбиком с накидом к первой арочке. Но я вернусь так вот сзади, да, сделаю. Мне так удобнее будет захватить ниточку. Угу. Все. И вот таким вот образом провязываем с вами до конца ряда. Схемка перед вами, если что, смотрите. Угу. 2 воздушные петельки и опять к большой арочке. Понятно? То есть несложно, понятно, аккуратненько. Давайте до конца ряда самостоятельно. Здесь я вас встречаю. Так, смотрите, вот мы провязали наши крестики. Так, они нам в дальнейшем понадобятся. Итак, как мы заканчиваем ряд? Вот мы провязали в нашу большую арочку столбик без накида, сделали 2 воздушные петельки. И теперь мы, смотрите, в самый последний столбик без накида провязываем столбик с накидом раз. И сюда же столбик с накидом 2. То есть мы с вами заканчиваем ряд точно так же, как и начинали, да? Здесь у нас точно так же 2 столбика. То есть первый столбик это 3 петельки подъема. Все, идем дальше. Делаем 3 опять петельки подъема. Раз, два, три, поворот. И сюда же, да, верхушку предыдущего столбика, вот сюда же, мы провязываем еще 2 столбика с накидом. Раз. И сюда же 2. Есть. А вот дальше, смотрите, мы перепрыгиваем вот нашему столбику без накида, да, который был у нас прицеплялся к большой такой вот арочке. И провязываем за верхушку этого столбика 5 столбиков с накидом полностью.
Делаем веерочек такой. Раз. Сюда же 2. Сюда же 3. 4. 5. Чуть-чуть подтянули петельку. Смотрите внимательно, что будем сейчас делать. Возвращаемся крючком вот верхушку первого столбика. Первого. Дальше протягиваем крючок в петельку. Подтягиваем петельку. И эту петельку протягиваем через верхушку первого столбика. Оп. Смотрите, какая красота получилась. И обязательно зафиксируем воздушной петелькой. Вот так вот. Вот такой вот объемный получается элемент. Шишечка-бубочка, да? Дальше что делаем? Смотрите, сразу же накид. Вот наш крестик был. Помните, да? Крестик. И получается воздушная петелька формирует арочку между этими столбиками. Ныряем, получается, в эту арочку. И провязываем 2 столбика с накидом. Раз. 2. Далее воздушная петелька. И сюда же опять 2 столбика с накидом. Раз. 2. Поняли, да? Вот у нас как бы вот такая вот наш крестик. Это как бы вазочка для наших вот этих вот цветочков. Назовем так. И сразу же опять перепрыгиваем к столбику без накида предыдущего ряда. И провязываем 5 столбиков с накидом. Формируем опять веерочек. Раз. 2. 3. 4. 5. Подтягиваем чуть-чуть петельку, чтобы у нас ниточка никуда не убежала. Возвращаемся крючком к первому столбику, к верхушке. Вводим крючок в верхушку первого столбика. Захватываем петельку. И эту петельку протягиваем через верхушку первого столбика. Оп. Очень просто и легко. Понятно? И зафиксировали, чтобы никуда ничего у нас петельки не делись. Вот у нас второй объемный элемент. И сразу же переключаемся к нашему крестику. Так скажем, вазочка наша для наших столбиков, цветочков. Раз. Столбик с накидом. 2 столбик с накидом, воздушная петелька. И сюда же раз столбик с накидом, 2 столбик с накидом. Вот, я же говорила, наши крестики пригодятся нам. Все, и так далее до конца ряда. То есть сменяются наши вот эти вот шишечка-бубочка, наши веерочки, шишечка-бубочка, веерочки и так далее, и так далее. Далее несложно. До конца ряда, в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот наши шишечки-бубочки с веерочками. Очень интересные, да? И смотрите, как мы заканчиваем ряд. После вот этой вот шишечки, что мы делаем? Вот у нас, помните, здесь было 2 столбика, да? Так вот, в последний, получается, столбик, именно в третью петельку подъема мы ныряем и провязываем 3 столбика с накидом. Раз, 2, 3. То есть мы заканчиваем ряд точно так же, как и начинали, да? Тут у нас точно так же были 2 столбика и 3 петельки подъема. Точно так же и здесь у нас 2 столбика и последний столбик. Итак, что делаем дальше? 3 петельки подъема. Раз, 2, 3. Поворот. И смотрите. Вот у нас получается 2 столбика, да, верхушки 2 столбиков. Мы сюда ныряем в верхушку первого столбика, провязываем столбик с накидом. Верхушку второго столбика ныряем, провязываем столбик с накидом. Я так понимаю, что по схемке там идет полустолбик, но мне захотелось вот именно столбиками, да, провязать, чтобы был узорчик чуть-чуть повыше. Дальше смотрите, вот наша шишечка-бубочка, да, вот мы за верхушечку тоже цепляемся и провязываем еще один столбик с накидом. Идем дальше. Вот у нас идут веерочек, 2 столбика, воздушная петелька, 2 столбика. Там, где столбики, провязываем столбики с накидом. Раз, столбик с накидом. И точно так же сюда же 2 столбик с накидом. Там, где у нас воздушная петелька, смотрите, вы можете провязывать непосредственно в арочку, да, столбик с накидом. А можете провязывать, смотрите, в саму петельку. И когда провязываете в петельку, оно чуть-чуть смотрится аккуратнее. Если у вас получается, провязывайте в петельку. Если не получается, там ниточки, да, крючок там может быть тоненький, зрение не видите, не мучитесь, да, в арочку провязывайте. А если получается, провязывайте в петельку. Дальше идем. 2 столбика провязываем как 2 столбика с накидом. Шишечка наша бубочка. Ныряем в верхушку этой шишечки, провязываем столбик с накидом. Опять идут наш веерочек. Раз столбик с накидом. За первый столбик 2 столбик с накидом за второй столбик. И здесь вы можете нырять в арочку, да, а я буду нырять непосредственно в петельку. Вот, столбик с накидом. И опять оставшиеся 2 столбика провязываем столбиками с накидом. В общем, суть ваша какая? Вы провязываете полностью весь ряд столбиками с накидом. Понятно?
полностью. Каждый столбик, каждую воздушную петельку провязывайте столбиками с накидом. Давайте до конца ряда, это несложно, а в конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, полностью весь ряд провязываем столбиками с накидом. Так, и как мы заканчиваем? Вот у нас здесь было 3 столбика, да, то есть, вернее, здесь были 3 петельки подъема и 2 столбика. Вот, 2 столбика я провязала, и, получается, в третью петельку подъема ныряю вот так аккуратненько и провязываю последний, третий столбик. Все. Вот, если внимательно посмотреть, то мы сейчас с вами только что провязали вот этот вот ряд, да, столбиками с накидом. Это наш был первый ряд нашего узорчика. Понятно? То есть мы с вами провязали весь вертикальный раппорт узорчика. Теперь наша задача с вами сделать две маленькие арочки и одну большую. 2 маленькие и большую. Помните, как мы начинали? Давайте с вами немножечко начну. Воздушная петелька, поворот. И сюда же в этот же столбик провязываем столбик без накида. Так, дальше воздушная петелька. Один столбик пропускаем, следующий столбик без накида. Так. Далее, смотрите, мы будем делать с вами 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Один столбик пропускаем, следующий столбик без накида. Видите, у нас большая арочка получилась. Воздушная петелька, столбик пропускаем, столбик без накида. Воздушная петелька, столбик пропускаем, следующий столбик, столбик без накида. И теперь 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Понятно? Вспомнили? Вот, мы с вами уже начинаем, получается, точно такой же второй раппорт, да, вертикальный. Здесь пропускаем опять один столбик, следующий столбик провязываем столбик без накида. И так далее. Понятно? Потом у вас получается, вспомните, да, в большую, получается, арочку вы провязываете столбик без накида, а маленькие арочки это у вас крестик, вазочка для цветочков. А дальше у вас шишечки-бубочки с веерочками, а потом опять столбики. Все. То есть несложно. Получается 1, 2, да, потом идет у вас 3 и 4. 4 ряда. 4 ряда и все. Дальше повторяется опять узорчик. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков и посмотрим по итогу, что получилось. Договорились? Давайте. Так, смотрите, какая в итоге получается красота. Провязала еще 2 вертикальных раппорта. Так, видите? Очень аккуратненько, очень нежно. Такие шишечки-бубочки. И ажурчик. Узорчик, конечно, односторонний. Видите? Изнаночка тоже красивая. Вот лицевая часть. Когда я вязала, почему-то подумала, что будет классно смотреться в кофточке. Угу. Кофточка, шарфик, кардиганчик. Что-то такое нежненькое, ажурненькое. Конечно, если поменяете толщину нитки, да, то, естественно, изделие поменяется. То есть это может быть либо топик, да, летняя ниточка, либо это может быть шарфик-снудик, да, и кардиганчик, если это будет более такая толстая ниточка. Ну, интересно. В принципе, вяжется очень даже легко. Вот так вот. То есть не замудренно, не запутанно, легко получается. Давайте замерим. Если мы набирали 41 воздушную петельку, если плотность вязания такая же, если крючок такой же, да, такая же пряжа, сколько это что будет в сантиметрах? 21 сантиметр. И тут получается, если мы набирали, делали 4 у нас ряда, 1 раппорт, 1, 2, 3, что получается 12 рядов и 1 последний, да, 13. Ну-ка, сколько это будет? Это будет 11 сантиметров. Ну, ниточка потоньше, да, получается 11 сантиметров. Если вы как по узорчику здесь сделаете полустолбики, то будет еще поуже. Понятно? Вот. А так, в принципе, неплохо. Очень даже интересно. Конечно, узорчик за счет воздушных петелек вот так вот тянется. От вас жду, естественно, комментарий, куда можно использовать данный узорчик. Так. Может быть, кто-то уже вязал и знает, какие изделия можно из него хорошо будут смотреться. И сейчас я вам покажу тот же самый узорчик на другом фоне, чтобы показать всю прелесть узорчика. Итак, смотрите, если на белом фоне вот так вот выглядит, так, вот все, скажем, особенности узорчика, весь его ажурчик видно, изнаночка, лицевая сторона, а теперь на темном также покажу. Так, смотрите, еще на черном фоне покажу прелесть узорчика, да, видите, ажурчик видно. Шишечки-бубочки очень хорошо видно. Вот она, изнаночка красивая. Вот она, даже немножечко ниточку видно, как она блестит. Но очень классно, очень интересно, очень легко, очень ажурно. И в изделии будет смотреться, конечно, интересно. Я надеюсь, видео вам понравилось. Не забудьте оставить свои лайки, комментарии. Кто еще не подписался, подписывайтесь. Впереди много нового и интересного. И нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда появится новое видео на канале. Не забывайте, под видео находится стрелочка, поделиться с друзьями, да, со своими. Поэтому делитесь в соцсетях заранее. Спасибо вам большое. И спасибо, что досмотрели видео до конца.
Всем ровных петелек. Пока-пока.